Когда Илья Мартынов пришел на смену в городской крематорий Новгорода, он ожидал обычного дня. Серое небо, запах формалина, привычная тишина. На столе документы. Мужчина, 67 лет, умер от сердечного приступа, родственников нет. Илья работал здесь уже больше 10 лет, и смерть для него давно стала рутиной, без эмоций, без вопросов. Но в тот день все изменилось. Открывая гроб для проверки, он заметил нечто странное. Край 100-долларовой купюры, выглядывающей из кармана покойного. Это само по себе было нелепо, но больше всего Илью поразили слова, аккуратно выведенные на обороте ручкой. Он не умер сам. Флешка в ботинке. От неожиданности он даже обернулся. Никого. С замиранием сердца Илья развязал шнурок и под подошвой, зашитой нитками, действительно нащупал флешку. Он быстро спрятал находку, закрыл крышку и включил печь. Через 20 минут тело превратилось в пепел, но в голове Ильи оставалось чувство, будто он стал свидетелем чего-то, чего не должен был видеть. Дома он запер двери, задвинул шторы и подключил флешку к старому ноутбуку. На экране открылся единственный видеофайл «Трус 01». MP4. Качество было плохое, камера дрожала. На записи тот самый мужчина, седой, уставший, с глазами человека, которому нечего терять. Если ты смотришь это видео, значит я уже мертв. Меня убили. Я, Алексей Кравцов, бывший сотрудник Минэнерго. Я нашел документы о нелегальном вывозе радиоактивных материалов. Они не дали мне молчать. Если ты нашел флешку, береги себя и расскажи правду. Видео закончилось. Илья сидел неподвижно, чувствуя, как холод пробирает до костей. Он понял, это не выдумка. На кону жизнь, чья-то и теперь, возможно, его собственная. Ночью он связался со старым знакомым, журналистом Дамиром Исхакиным, когда-то уволенным после громкого расследования. Тот скептически отнесся к рассказу, но, увидев видео, побледнел. Через пару дней они начали действовать. Флешку копировали, шифровали, выкладывали через анонимные каналы. Скоро в сети всплыло видео Кравцова. Сначала никто не поверил, потом его подхватили независимые СМИ. Власти объявили запись подделкой, но детали не совпадали с ложью. Появились другие свидетели. Люди начали говорить. Страна зашевелилась. Имя Кравцова стало символом, а историю о флешке из крематория пересказывали шепотом, как притчу о том, что даже случайность может стать началом правды. Илья исчез. Одни называли его героем, другие — фанатиком. Но где-то, в маленьком интернет-кафе на окраине, он по-прежнему читал новости под вымышленным именем. Он не искал славы. Он просто знал, кто-то должен был продолжить путь человека, чьи слова он услышал с той флешки. А в архиве, спустя годы, нашли анонимное письмо. Внутри та самая флешка и короткая записка. «Я лишь исполнил его волю». Так история о случайной купюре в кармане мертвого превратилась в легенду. О том, как правда может вспыхнуть даже среди пепла.